С вами Вероника. Сегодня расклад у нас по расписанию. Это на 7 чакр. Посмотрим, как у нас обстоят дела. Это вот сюда. Так. Не помню, какой по счету это сеанс. Скорее всего, что 5-й. Поглядим, чего у нас там изменило. Волшебная дата 0202. Кстати, по поводу этой даты я еще буду смотреть расклад, да, с опозданием, но пришла информация, что нужно осветить эту тему именно данного портала. Так, что еще хотела сказать? Кроме того, что это у нас был портал, это также у нас был праздник Имболк. Вот. И еще планирую такой расклад. Не знаю, насколько он зайдет, но мне хочется его посмотреть. Приснился мне один сон. Очень интересный. Это я вот так отодвину, дабы вот сюда влезли все 7 карт. Очень интересный сон, ребята, пришел ко мне. Предки, духи рода. Очень сильный. И хочу посмотреть вообще к чему, да. Потому как там не только были моменты лично для меня, но и тенденции вообще для дальнейшего нашего человечества. Ну что я вам хочу сказать, уже могу утверждать, что наладилось общение с кем-то. Смотрите, может по работе, может быть, вот знаете, коррекция жизни идет у вас, может новые знакомые вообще появились, да, новые интересы. Вот энергообмен классный. Вот вы рады тому, где или с кем вы общаетесь. Знаете, вот что? Многие из вас нашли людей, которые таких же вибраций, как и вы. То есть это клуб по интересам, может быть, даже. Ну, а там уже смотрите по вашей ситуации. Поглядим. Чакровую систему сегодня. Третьи лица присутствуют, могу сказать сразу. Кто-то все равно не успокаивается. Это знаете, как идет такая информация, что вы уже как бы человека выгребли из своей жизни полностью, живете своим чередом, а персонаж не унимается, знаете, в любом каком-то вашем малейшем проявлении, короче, ищет подтекст, ищет какие-то подсказки для себя, попытки еще как-то вас там, короче, использовать. Вот так вот хочу я переложить. Ну и есть великая надежда, что видео у нас пишется без эксцессов. Итак, давайте-ка посмотрим, что по первой чакре. Много работали над своими защитами, тяжело уже вам.
Вам нужна перезагрузка, потому что пошел перегруз. Переборщили с защитами, ребят. Либо приходится слишком обороняться. Да, здесь любовная тематика. Чужие проблемы на вас вешают, а вы защищаетесь и защищаетесь. Посмотрим. А давайте, что там далеко ходить, да? Давайте. Так, сделаю я это вот так, чтобы еще было все-таки у меня место, куда докладывать карты. Надеюсь, вам там все видно. Здесь по защитам, да, от любовной тематики защищаетесь. Что вам нужно сделать, чтобы из вот этой десятки жезлов выйти, да, на первой чакре? Так. Во-первых, осознайте себя как личность, проявите стойкость. Вы как бы уже прочный фундамент заложили, да, в вашей защиты, много чего сделали, но здесь прокачка силы духа. Когда ваши защиты не нуждаются в подпитке из материального мира, а держатся на вашей силе, на силе вашего рода. Там уж глядите сами, как кто из вас в этом плане работает. Так, вторая чакра. Опять карта, одна из карт, говорящая о силе духа. Здесь все хорошо. Здесь новый потенциал. Вторую проработали. Помню по предыдущим раскладам. Вторая что-то, по-моему, была. Вот проработали. Тут начало нового. Вы проходите сейчас зачистку прошлого. Да, размышления, переоценка идут, но вы как получаете прощение ваших грехов параллельно с этим. Знаете, что вам могу сказать по второй чакре? Да, это сексуальность, энергии, в общем, которые очень важны для... Не только сексуальность, но и энергии, которые очень важны как для мужчины, так и для женщины. Смотрите, здесь какое-то лицемерие есть в этом плане. Кто-то вас к чему-то быстро склоняет, да, или, ну, хочет просклонять по падежам, возможно, даже, знаете, как склонить, короче, к сексу, чтобы через него ваши ресурсы вытащить. Может и такое проходить. Но здесь идет лицемерие, какое буду уточнять. Так, третья чакра, что там по деньгам? Решительность, смелость, сила, все отлично. Королева жезлов, здесь ведьмы, ведающие практики. Здесь эзотерики, здесь люди, которые взяли все в свои руки. И во всяком случае денежный канал вы почистили. Вот знаете, как разозлились. Разозлились, защиты поставили, да, и понеслась. Вижу цель, не вижу препятствий. Вы начали понимать, чего вы стоите на самом деле. Куда вы хотите идти, чего вы хотите достичь, что сделать, да, на своем пути. И вот эта уверенность, она, короче, продвигает ваш финансовый канал. Если кто с богами работал, все очень хорошо. И, кстати, ожидайте известий. Возможно, ожидаете какое-то пополнение денежное, либо заключение новых договоров, новая работа, да, ну вот что-то вы ждете, ожидайте. Я еще уточню эту карту, но пока что из того, что я вижу, неплохо. Кто работал на местах силы, там с богами, да, с определенными другими силами, здесь все классно. Так, по сердцу что здесь? Ну, здесь борьба, соперничество, раздоры, доказываете свою позицию. В эпицентре, да, вам подсказка: не отступайте, вы на верном пути. Тем более вы заметили уже, да, вы начали бороться. И смотрите, третья чакра уже прокачана, первая прокачана.
По второй еще есть моменты, но посмотрим, что дальше. Уже хорошо. То есть здесь еще знаете, что вам нужно понять? Что конкуренция, она полезна. Знаете, для чего она вам полезна здесь и сейчас? Смотрите на это как на некую игру. Вы свое мнение отстаиваете, но и примите во внимание чужое мнение. Для чего, вы поймете позже по жизни. Вы прям, знаете, вот человек пытается вам что-то говорить, да, доказать. Вы прям записываете его фразы, тезисы вот эти, которые он пытается вам докинуть, да, и втемяшить, что это и есть главное правило жизни. Вы поймете, для чего вам это надо. Я уже знаю для чего, но вот вам это пригодится. На сердечной чакре, ребята, защиты хорошие. По менталу проработали хорошо. И защиты классные. То есть здесь, да, вы свое отстаиваете. Тут вы что-то рассвирепели и поперли, короче говоря. Видать, защиты много какого воздействия сдерживают, да? Отбивают, сдерживают. И это вам дало энергию для действия вперед. Так, 5-е, это у нас очень интересно. Здесь как смена направления. Короче говоря, вы начали говорить о том, здесь тоже защита есть. Сейчас я поняла, что здесь, но сейчас найду слова для вас. Смотрите, есть такой аспект, вы могли кому-то даже выговориться, сказать, да, все, что вы хотели бы сказать, думаете и тому подобное. Вот прям выговорились, и вам полегчало. И вы здесь говорили именно о том, чего хотите вы. Если вам что-то не нравится, вы это озвучили. Если вы чего-то хотите, вы это озвучили. Если вас что-то не устраивает, вы это тоже озвучили. И здесь идет некий эффект прощения. Знаете, вам уже не интересно говорить. Все. Вам интересно общаться на абсолютно другую тематику. Здесь защита. Здесь по 3 чакрам, могу сказать сразу, 3, 4, 5, хорошо, защиты. Да, вы вложились, да, вы устали. Но оно того стоило. Вот вы здесь как-то отпустили, понимаете? Отпустили. Вот полегчало. И знаете, что мне идет? Вот прям говорят, скажи ей. Скажи ей, что она простила себя за то, что потратила время не туда, не на того, не на тех. Вот что-то вроде этого. Здесь, знаете, тут больше идет, как вы сами себя простили, освободились и пошли дальше. Так, 6-я чакра, отлично. Идет пробуждение глубин внутренних ваших. Вы спокойны, вы на интуиции, вы даете поддержку тем, кто этого заслуживает. Вы также прямо сейчас чувствуете эмоции других людей. Некоторые из вас даже видят это, как это проявляется на физике. Люди могут вам не говорить, а вы считываете информацию с их полей. Заботитесь. Вы отреклись от прошлого, ребята. Все здесь по 6-й чакре четко мне показывают это. Свечами, если работали, вам помогло. Плюс подношение, работа на местах силы, есть такое. Здесь вы отреклись от прошлого. И у вас, ну, вообще идеально. Сейчас 2-ю я еще поуточняю, а по вот этим вообще отлично. Смотрим 7-ю. Вообще хорошо все.
Слушайте больше и еще глубже вникайте в внутренний ваш голос. Охранцы есть, кстати, у вас. Высшими силами представлены. Знания получаете от высших сил. Интуиция вас ведет. То есть здесь 6-7 чакра на интуиции. Ну, здесь поддержка рода. Высшая сила идет. Тайны какие-то вам открывают именно в знаниях. Кстати, здесь еще может быть такой момент, как открытие некой тайны вами. Ладно, эту тему я еще попозже задену. Здесь я вижу, что лично ваши внутренние глубины прорабатываются. Сосредотачивайте внимание на своих мечтах и на ваших инстинктах. Потому что здесь еще есть момент, что вы предчувствуете нападение, а вам высшие силы дают подсказки. Вы теперь учитесь ловить эти моменты. Да, как бы заранее их уловить, дать отпор, и уже не так к вам проходит. Да, здесь вы исцеляетесь. И здесь выпадает карта 3-го глаза. То есть, что я вам могу сказать? 2-я карта, Верховный суд. Кроме 2-й чакры, мне нравится все в этом раскладе. Первую можно, по первой не так глобально с защитой. Вот, короче говоря, теперь, за эту неделю, которая у вас прошла, вы можете четко просмотреть и вспомнить вашу жизнь, допустим, там, начиная с 1-го сеанса, который я делала, чакровые расклады, и проанализируйте, насколько сильно буквально за 5 недель изменилась не просто ваша жизнь и ваше пространство, а вы сами. Вот небо и земля. Так что здесь я, кроме того, что вас поздравить, вот ничего больше не идет мне. Молодцы. Вот здесь встали и сказали: хватит, все. Сейчас посмотрим, что там по 2-й чакре. Еще лицемерие идет. Да, там любовная тематика с 1-й еще подтягивает. Это с прошлым связаны моменты. Ну, посмотрим, что там за лицемерие, да, на вашей энергетике. Вы к кому-то обращались, и этот человек по какой-то причине вас ввел в некое смятение. Вы прям в чем-то начали сомневаться. Кстати, это может быть врач, это может быть, да кто угодно, понимаете? И вы должны понять, что вас обманули. Вас обманул этот человек. Что за помысел перекрыт? Да, здесь вас кто-то хотел закрыть, но у них не получилось. Их воздействие все, короче, нейтрализовано. В общем, наблюдайте, кто вас там пытается в чем-то переубедить, лишь бы вы со своего курса свернули. И знаете, это не сколько вот вас переубедить. Здесь человек вот специально ввел вас в состояние болтанки, понимаете? То есть где-то соврал специально. Ну, хочу посмотреть, что это за человек здесь. От него известие вам пришло. Это что, ваш наставник какой-то, вы советуетесь или часто к нему обращаетесь? Я не знаю, это может быть как и магия, это может быть так и доктор, у которого вы стоите, допустим, на, как их там называют, на стационаре, да.
Вы прям известия ждали, и от этого известия вы в зависимость впали. Короче, смотрите, девочки и мальчики, если это касаемо медицинских вопросов, перепроверьтесь просто у другого врача, у другого лекаря. Если же это касаемо магии, обратитесь к другому еще тарологу, сопоставьте в практику. Он как будто сказал, что вы от чего-то зависимы. А зависимы ли на самом деле? Так, господа товарищи, вы независимы. Вы благодаря этому человеку стали зависимы. Почему? Потому что там идет скрытый умысел. Если это практик, говорю вам сразу, человек увидел, что вы прокачались. И сейчас же вы, смотрите, это всегда такая тенденция. Вы поднимаетесь выше, вы подсвечены в определенном измерении для определенных товарищей. Они вас заметили и просто вашу удачу хотят себе перетянуть таким образом. Понятно? Если в плане медицины, вы уже меня услышали. Так что вот так, по второй... В принципе, тут переживать не о чем. Здесь вам нужно информацию взять еще из других источников. Понятно? И будет все классно. Так, по первой чакре что там? Ну да, здесь искушение от товарища какого-то идет, от какого-то человека. Человек надменный. И опять же таки... Угу. Вы как его отсекли, а через кладбище могли работать. По вам он работал через кладбище, еще могу сказать. И знаете, здесь еще что? У человека прям маниакальная такая, знаете, идея с вами переспать. Потому что правильно, нужно закрепить ритуал определенный. Только после секса он войдет в полную силу. И свеча у меня затрещала. Свеча необычная стоит с определенными рунами всегда. Вот. Так что здесь через кладбище вам делано. Если вы работали здесь по второй чакре, мне показывает, что если вы работали на кладбище, мне сразу такое пошло, но думала, еще уточню. Вот если все-таки вы на кладбище работали, да, здесь у вас идет зачистка. Вот эти сомнения, вот эти все моменты, это потому, что вы проходите период очищения на данный момент. И знаете, как подчищают вот затыки. Вот по-другому не сказать. Плюс еще, знаете, вот это лицемерие, оно сейчас вам как в глаза бросаться начало. Вот прям бросается в глаза. Вы знаете, вы как их открыли и теперь видите твою мать. Вот это я, на тормозе, да, ехал сколько времени, много чего не замечал. Вы здесь начинаете видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Вам прям подсвечивают людей. Да, вы стали более заметны, но и также вы замечаете других, понимаете? Кто есть кто, как говорится. Так, по третьей чакре еще хотела посмотреть, что у нас тут будут за новости, да? Что за новости в денежном плане, в вашем достатке? Слушайте, здесь вам предки, духи вашего рода принесут известие о том, что тот, кто вас предавал, может и чисто по работе, да, личная жизнь, это там лично, еще какие-то аспекты, и по работе были какие-то предательства. Так вот, здесь касаемо рабочих моментов, то есть, знаете, не сколько рабочих, неверно, нет. Вот тех сфер, которые приносят вам денежки, благополучие, достаток, поняли, да? Вот из этой сферы был предатель. И ваши предки его закрыли.
они его закрыли. Вот об этом будут новости. О том, что ваш недоброжелатель, все, он, короче, пусть делает там, что хочет, до вас он не достучится. Ой, там человек под подселенцами, там просто гвардия на нем неупокоенных душ. Он прямо этим путем идет, знаете, он ведомый ими. Да, ему там отомщение пойдет. Вот за это вы и узнаете все. И, кстати, как только полностью он, ну вот новость вам это придет, у вас и какая-то сразу же появится новая возможность. Даже если она будет незначительной, это будет, знаете, как вот старт. Первая ступень. И вы пойдете, а там уже будет так, как вы захотите. Ну и что здесь? Разочарование. Карта разочарования выпадает. Ну да, ребят, да, когда чистка проходит, разочарования не избежать. Потому что чиститесь вы, чистится ваше пространство. А зачистка пространства возможна лишь с помощью того, чтобы... Точнее, когда выметаются ненужные личности из него, понимаете, из вашей жизни. Все, какие-то уроки пройдены, и те люди, которые раньше вас окружали, вы выросли из этого уровня, вам нужно идти дальше. Смотрите, посмотрела по 6-й чакре, помните, я вам говорила прощение, простить себя или простить что-то, кого-то из прошлого. Здесь у вас ангел-хранитель выходит, короче, через время. Это не сразу будет. Вот здесь по 6-й чакре вы вот голосом, короче говоря, вы что-то будете голосом приносить людям, у вас сила слова возрастает. Через время ангел-хранитель вам даст все ваши дары судьбы. Не переживайте. Если сейчас где-то есть какие-то остановки, не рвитесь вперед. Не нужно. Вот здесь больше над первой чакрой поработать, над защитами. В каком плане? Чтобы меньше энергии туда у вас уходило и больше было энергии для продвижения дальше. Все будет. Если вы сейчас в стагнации, значит, вам этот период нужен для того, чтобы реабилитироваться. Для того, чтобы, знаете, новые энергии набрали полный оборот. А старые все полностью ушли от вас. Так, вроде бы все посмотрела, а все равно еще что-то хочется доглядеть. Так, давайте посмотрим, знаете что, чтобы вам так тяжело не было по этим защитам, да, что нужно делать и чего делать не стоит, вот уж точно. Так, что нужно сделать, давайте 3 карты. Подсмотрим, да. Если мне что-то не понравится, значит я это не озвучу, потому что у вас, в принципе, здесь все хорошо, и вкидывать вас в глубокие новые вибрации тоже пока что нет смысла. Здесь приговор идет. Здесь приговор вашим недоброжелателям. Вы кому-то обратитесь в будущем или от какого-то пророка вы узнаете. Это, кстати, может быть и то, что вы смотрите расклады. Понимаете, здесь вы что-то вот, поймете, короче говоря, что приговор вынесен. Так, чего не стоит делать, да? Не стоит. А что стоит? Ребят, вот так интересно карты вообще показали. Да, сейчас, конечно, период интересный тоже для всех. Мы все выбираем, нам что-то открывается, мы делаем выводы и выбираем, куда идти. Как-никак 12 февраля вот уже к нам подходит. На минуточку, оно вот уже вот сейчас скоро.
И, видимо, вот такие энергии Нового года, да. Смотрите, чего вам не стоит делать. Оплот еще сейчас уточню. Так, ребят, чего вам не стоит делать? Вам не стоит обновлять свои защиты очень часто. Для того, чтобы ваши недоброжелатели все свои проклятия забрали на себя. Притормозите. Не надо обновлять, подновлять. Все, стоп. У вас все хорошо. Вы должны понять, что вы защищены теперь не только вот через ритуалику, да, которая на физике происходит. Ну, то есть, когда мы что-то делаем в физическом мире, в материальном этом. Здесь уже идут защиты к вам другого порядка. Вам знаете, что нужно сделать? Идти в новую жизнь. Как только вы пойдете во все новое, ваши недоброжелатели, первое, они начнут болеть. Ну, а дальше уже там, да, и причем из-за колдовства. На них колдовство пойдет все то, что они кидали на кого-то. Здесь колдовство будет от более... Ух ты, вот это помните, я вам открывала приговор карта, и вот она выпала. Вот что вам нужно делать. Идти в новую жизнь. К вашим недоброжелателям придут такие же ушлые, как они, ребята. Только более осведомленные практики в магии и тому подобное, более высоко себя ценящие, нежели ваш недоброжелатель, и через них будет выписан приговор вашей вражинке. Вот. И всем тем, кстати, здесь вы против, знаете, вот у вас защит много. И вы знаете, как прете на все фронты одновременно, вас не хватает. Все, стоп. Остановитесь. На немножечко. Посмотрите, последите. Не бойтесь, что вас сразу же забьют, зашугают. И здесь, я еще раз повторюсь, к вам идет, даже не идет, она уже стала сила другого порядка. Вы будете под ее защитой. Не переживайте. То есть теперь можете смело освобождать время для чего-то еще. Все, здесь, знаете, такая глобальная драчка, которая должна была произойти, произошла в каком плане? Вы сделали все то, что должны были сделать. Это не говорит о том, что вы прям совсем остановитесь, просто сделайте некий перерыв, пожалуйста, и идите во все новое. А там уже свыше разберутся с вашими товарищами, которые захотят вам палки в колеса дальше ставить, если ума у них не хватит. Но знаете, что я вам хочу сказать, ребята? Вот, ну, парадокс, конечно, но зачастую эти люди не умеют признавать своих ошибок. Даже если признают, то уже на смертном одре практически. И такие, ай-яй-яй-яй, что же я наделал. Но хочу сказать и больше. Бывают такие, что попадают в ситуацию, когда уже вот-вот-вот, извините меня, сдох, но выкарабкиваются, ему дают шанс, и он буквально через некоторое время забывает это все и становится на тот же путь. Понимаете, он по-другому не умеет жить. Ему чуждо это. Там единицы, я не знаю, из триллиардов. Если нас столько есть на этой планете, которые такие, ну, просыпаются и, ну, говорят, все, хватит, короче, я меняю свою жизнь, я не хочу, как было, все, выводы сделаны, я хочу исправить что-то, в первую очередь не для того, чтобы там что-то, да, в первую очередь для себя любимого. У тебя же как бы качество жизни повысится. Но они этого не понимают, у них много гордыни, понимаете? И поэтому, даже если они не успокоятся, поверьте мне, там уже будут не ваши проблемы. Скажу вам по своему опыту. То есть, чем больше люди будут делать гадости вам, там срабатывает другой механизм, и чем больше они будут делать вам
ну, негатива, тем больше они будут благости со своей жизни вам отдавать. Сами, вот понимаете, просто нести и класть вам у ног. И поверьте мне, они отдают то, что должны. Всегда будет баланс. С людей возьмут, если не деньгами, здоровьем, не здоровьем, жизнью, не его проблемами. Это пойдет по детям, это пойдет любыми методами, лишь бы до человека донести, что мы будем тебя бить по самому слабому до тех пор, пока ты не поменяешься. В общем, ладно. На этом я буду заканчивать. И мне очень понравилось, что у нас по чакрам на этой неделе. Надеюсь, дальше будет лучше и лучше. Даже не знаю, если так все будет прям замечательно, напишите мне, пожалуйста, стоит ли просматривать этот вариант раскладов каждую неделю, да, если все хорошо. Хотя в любом случае там можно будет находить для себя в любой период жизни подсказки. Это тоже точно вам могу сказать. Ну, я думаю, что все. На сегодня точно я завершаю и желаю вам добра этого мира. Пока-пока.